Привет всем, Арми! Очевидно, что песни, которыми Тэхён и Чингук делились на протяжении времени, создают повествование, заслуживающее внимательного изучения. Хотя многие предпочитают интерпретировать их как символы разлуки, дистанции или недопонимания, правда в том, что их связь часто выражается через выбор музыки. Эти песни не говорят за них, буквально подтверждая то, что происходит между ними. Скорее, они передают эмоции, внутренние процессы и постоянно развивающуюся связь. Вместо того, чтобы обозначать конец, большинство текстов, которыми они делятся, отражают отношения, которые меняются, растут и продолжают обретать свою форму, передавая нечто, что часто не поддается обычным словам. Именно поэтому 26 января 2016 года так интересно наблюдать. В этот день Тэхён поделился короткой кавер-версией песни «How Rims Up Passet to Life Ui Toward You» в японском фан-кафе BTS. Песня начинается с простого и эмоционально заряженного вопроса, размышления о глубокой привязанности и неспособности представить жизнь без конкретного человека. С самого первого куплета преобладают чувства растерянности, потери и страха перед пустотой. Кажется, песня описывает человека, который любит молча и осознает глубину своих чувств только тогда, когда все, кажется, ускользает. Эту песню часто интерпретируют как голос человека, сдерживающего свои чувства, будь то из-за страха испортить ситуацию, из-за нехватки смелости выразить их или из-за препятствий, создаваемых определенными обстоятельствами. Грусть, передаваемая в интерпретации Тэхёна, говорит о том, что он находится в сложной эмоциональной ситуации. Это не утверждение, а глубоко личное художественное выражение. Важно также учитывать временный контекст. С 2014 по 2015 год многие моменты вызывали общественный интерес к динамике отношений между Тэхёном и Чингуком. Этот период совпал с повышенным вниманием к BTS после их дебюта. Давление, ожидание и эмоциональная динамика, сопровождавшие это, естественно, повлияли на то, как они выражали себя, в том числе через музыку. Некоторые песни воспринимаются как эмоциональные отклики, в то время как другие кажутся личными размышлениями, которые, возможно, понимают только они сами. Эта песня в исполнении Майкла Болтона широко известна как гимн разбитого сердца. Ее текст описывает шок от столкновения с реальностью потери и разрушением будущего, которое они когда-то представляли себе вместе. Рассказчик отказывается верить слухам, ему нужно было немедленное подтверждение, символизирующее болезненный процесс принятия реальности. Повторение припева служит плачем, подчеркивая, как трудно представить жизнь без человека, который был центром его эмоционального мира. Важно еще раз подчеркнуть, Тэкук давно известен своей сильной эмоциональной связью с музыкой. Это не потому, что каждая песня буквально отражает их реальный опыт. Скорее, музыка предоставляет безопасную среду для выражения чувств, размышлений и эмоций, которые не всегда легко выразить. Это также помогает объяснить, почему многие их интерпретации остаются тонкими и не демонстрируются явно на камеру. В тот же день, когда Тэхён поделился кавером, Чингук опубликовал в Твиттере отрывок своего кавера на песню «Nothing Like Us», момент, который часто считается отправной точкой для целой серии музыкальных символов. Песня рассказывает о размышлениях после расставания, о любви, которая была настоящей и сильной, но была прервана обстоятельствами. Повторение фразы «нет ничего подобного тебе и мне» подчеркивает уникальность отношений, не как утверждение, а как эмоциональное выражение в контексте самой песни. 15 февраля 2016 года Чингук объяснил, что каждый раз, когда он делает кавер, он сначала понимает смысл текста, он даже призвал фанатов переслушать песни с более глубоким пониманием. Это заявление подтверждает идею о том, что выбор песен не случайен, скорее, это обдуманные и продуманные формы самовыражения. Со временем схема рекомендаций песен повторялась. От «To Find You» до «Golden Hour», а также других песен, которыми делились в прямых эфирах или в социальных сетях. Каждая песня передает свой нюанс о надежде, единении, самоанализе и спокойствии, обретаемом в присутствии другого человека. Эти песни не существуют сами по себе, вместо этого они образуют эмоциональный диалог, который разворачивается с течением времени. Удивительно, как мелкие детали часто становятся центром внимания. Например, когда Чингук упоминает, что какая-то песня – любимая песня Тэхёна, или когда Тэхён признается, что Чингук часто поет ему определенную песню.
Эти заявления не служат подтверждением чего-либо. Скорее, они дают представление о динамике отношений, построенных на музыке и доверии. В последующие годы эта закономерность сохранялась. Такие песни, как All I Hit Was You, Moon и Pretender, еще раз демонстрируют, как музыка служит безопасным пространством для размышлений, самоанализа и эмоциональной связи. Некоторые песни говорят о стойкости, другие – об искренности, принятии и смелости взглянуть правде в глаза. Все они образуют эмоциональный язык, который, кажется, полностью понимают только те, кто это пережил. В конечном счете, этот сборник песен не следует рассматривать как доказательство или буквальные утверждения, скорее, это естественно развивающееся эмоциональное повествование. Этот постоянный музыкальный обмен демонстрирует доверие, близость и комфорт в разделении чего-то значимого. Это форма связи, которая сохраняется, несмотря на меняющиеся времена и обстоятельства. Именно поэтому этот сериал трудно игнорировать, не из-за каких-либо заявленных достоинств, а потому что он рассказывает историю связи, эмоциональной чувствительности и безмольного языка. Историю, которая не требует окончательного завершения, тем не менее, она достойна наблюдения, размышления и признания. В целом, перед нами предстает не фрагмент отдельного момента, а скорее эмоциональная дуга, которая медленно, многослойно развивается и продолжает эволюционировать с течением времени. Музыка здесь служит не явным руководством, а пространством для размышлений, где эмоции обрабатываются безопасным и бесконфликтным образом. В индустрии, требующей высокого уровня контроля над имиджем, музыка является одним из самых честных способов передачи чувств без необходимости словесного объяснения. Часто упускается из виду тот факт, что эмоциональное выражение не всегда принимает форму прямых заявлений, особенно для людей, которые с юных лет жили под пристальным вниманием общественности. В этом контексте выбор песни, акцент на тексте и даже время исполнения кавера можно рассматривать как альтернативный язык, более тонкий, но все же значимый способ общения. Этот язык не требует всеобщего понимания, он просто понятен тем, кто его использует. Со временем динамика отношений между Тэхёном и Чингуком также претерпела естественные изменения, не в смысле дистанцирования, а скорее в смысле взросления. Они растут как личности, как артисты и как люди, каждый со своими собственными трудностями и обязанностями. В этом процессе любые отношения естественным образом адаптируются, находя новые ритмы, новые границы и новые способы оставаться на связи. Именно это поддерживает присутствие музыки как общей нити. Когда слова кажутся рискованными, музыка предлагает защиту. Она позволяет эмоциям оставаться, не требуя разъяснений. Она позволяет признавать чувства, не вызывая споров. В этом контексте песни, которые они исполняют, это не головоломки, которые нужно разгадать. Это эмоциональные записи, разворачивающиеся во времени. Для фанатов, особенно для ARMY, наблюдение за этой сценой часто вызывает желание сделать выводы. Это очень человеческое стремление. Однако важно помнить, что не всем историям нужен окончательный финал, не все отношения нужно классифицировать, чтобы их оценить. Иногда наибольшая ценность заключается в самом процессе, в эмоциональном путешествии, которое не всегда очевидно, но тем не менее ощутимо. Что несомненно, так это последовательность, закономерность в обмене музыкой, которая не нарушается временем, концептуальными изменениями или этапами карьеры. Эта последовательность демонстрирует взаимное доверие, комфорт в обмене личными подробностями, даже в самой безопасной и косвенной форме. Речь идет не о том, чтобы что-то доказать. Речь идет о признании наличия настоящей эмоциональной глубины. В мире, полном быстротечных предположений, наличие подобных историй напоминает нам о важности чуткости, о том, что не все нужно интерпретировать буквально. И без того достаточно эмоций, которые нужно испытывать, и достаточно отношений, которые нужно ценить, чтобы не нужно было их определять. В данном случае музыка выступает в роли связующего звена, соединяя то, что нельзя выразить словами, с тем, что можно почувствовать. В конечном счете, серия песен, которые исполняют Тэхён и Чингук, представляет собой тихую, но неприходящую историю, не из-за ее драматизма, а из-за ее искренности. Она не стремится к признанию, она не требует единственной интерпретации. Она просто существует, развивается со временем, оставляя эмоциональный след на каждом, кто решит обратить на нее внимание.
Возможно, именно поэтому об этой истории продолжают говорить, не из-за ее сенсационности, а из-за ее резонанса. Многие люди видят в ней частичку себя, о чувствах, которые не всегда можно выразить, об отношениях, которые не всегда можно объяснить, и о музыке, которая дает убежище, когда мир кажется слишком шумным. В заключение, этой истории не нужен окончательный ответ, вместо этого ее сила заключается в ее открытости. Она учит тому, что человеческие отношения не всегда линейны, что эмоции могут сосуществовать с изменениями, и что красота часто заключена в невысказанном. Пока музыка остается частью их пути, этот эмоциональный диалог будет продолжаться, молчаливый, но значимый.